Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас необычная работа, таких еще не было на этом канале. И надеюсь, что таких видео будет больше. Значит, я уже неоднократно говорил, что я начал заниматься изготовлением ключей, в первую очередь для мототехники, как дубликатов, так и ключей при полной утере. И сегодня у меня первая утеря макси-скутера. То есть я уже делал утери на BMW с бесключевым доступом. И сейчас я вот хочу вам показать, как делается работа по полной утере на скутере Yamaha Majesty. Ну, я так понимаю, 400 она идет. Значит, вот мне привезли замок зажигания, от которого утерян ключ. А также человек еще снял такой вот бардачок или лючок, как он его назвал. Значит, ключи от скутера потеряны полностью. Находится он достаточно далеко в Московской области, поэтому люди сняли замок и привезли. Я проверил у них, естественно, документы, то есть проверил, что это собственник, то есть что там точно все нормально. Значит, честно говоря, я точно не знаю до сих пор, есть ли на этом скутере иммобилайзер. Уверен почти на 100%, что вот это вот не просто электрическая шторка, но еще и иммобилайзер. Но мы с владельцем решили так, что я изготавливаю ключ, который может этот замок провернуть. Соответственно, он пробует. Если не заводится, то привозит. Дальше мы ковыряемся с блоками управления и вписываем чип. Понимание, как это сделать, у меня есть. Значит, начнем мы именно с металлической части ключа. Я нашел стандартный вот такой вот ямаховский ключ под чип. Такие ключи применялись на Т-Максах. У меня такие ключи есть в наличии. Я уже, в принципе, достаточно приличный ассортимент ключей держу в наличии, потому что понимаю, что никогда не знаешь, от чего ключи потеряют завтра. Этот ключ у нас прекрасно не нарезанный вставляется в замки, но, естественно, не может их провернуть. Ну, что в замок зажигания, что в замок сиденья. Единственная проблема, что этот ключ слишком короткий для замка зажигания. Если кто-то делал ключи на Бургман из каких-нибудь универсальных заготовок, которые заказывались не для Бургмана, то он наверняка сталкивался с той же проблемой, что стандартный ключ в замок можно вставить, включить зажигание, но вот, допустим, руль не заблокируешь, потому что ключ надо вдавить, а он уже упирается в антенну, потому что короткий. Но, тем не менее, человеку хочется кататься, и мы с ним сделали такой вывод, что лучше мы закажем оригинальный ключ. Я пока сделаю вот этот, заодно он проверит, там заведется или нет. Если что, мы с иммобилайзером заморочимся. И, соответственно, когда ключи уже приедут, хорошие аналоги родных, то есть длинные, прямо еще с вот этими вот магнитами. Про магниты как-нибудь отдельное видео прям надо снять, про бургмановские. Тут точно такой же принцип, точно такие же 3 магнита на шторке. Значит, как только родные ключи приедут, мы просто ему 2 ключа нарежем, уже у нас будет образец, и будет с этим все гораздо проще. А сейчас я немножко расскажу, каким образом делается ключ по замку. И на самом деле здесь есть разные способы. При наличии специального оборудования под конкретный замок можно декодировать замок, узнать номера секретов, даже не разбирая замка. Но поскольку здесь замки у нас достаточно специфичные и не очень распространенные, покупка такого инструмента просто нецелесообразна. Поэтому самый простой способ – это разобрать замок. Значит, и я это сейчас и сделаю. Значит, я начну с разбора замка бардачка. Почему? Потому что это проще. Какие проблемы могут там ждать? Значит, часто количество секретов в замке зажигания больше, чем в замке бардачка. Но замок бардачка намного проще разобрать. Вообще визуально я сначала увидел и сказал, что это старая Suzuki карбюраторная, прям один в один. Возможно, даже этот замок в сборе подойдет. Но вот ключи другие. Значит, мы узнаем номера секретов и их количество. И, может быть, даже пробуем нарезать ключ под секреты, которые есть здесь. Если, соответственно, нам везет и ключ проворачивает замок зажигания, то замок зажигания вообще разборки не потребует. Но если вдруг нам не повезет, то тогда все-таки придется либо, там, если пары секретов не хватает, может быть, придется испортить пару заготовок и поперебирать разные комбинации, прорезая одну и ту же заготовку под разные номера, либо все-таки разобрать замок зажигания и сделать под нужные секреты.
Ну что, попробуем? Друзья, хочу сразу вставить маленькое объявление. В связи с тем, что YouTube работает в России нестабильно, я начал выкладывать видео также на площадки, такие как Яндекс.Дзен, Рутуб, ВК-видео. Ссылочки все будут в описании или закрепленном комментарии. У кого YouTube работает плохо, можете смотреть там. Но сразу говорю, YouTube я до последнего не буду бросать, потому что это площадка, которой, на мой личный взгляд, нет альтернатив. Самая-самая нормально созданная из того, что нам сейчас доступно. Поэтому на YouTube я буду до последнего, а остальные площадки будем анализировать по факту в зависимости от активности. И, конечно же, подпишитесь, пожалуйста, на мой Telegram. Там все самые свежие, самые первые новости, много интересных постов, много интересных мыслей. У нас там уже больше 600 человек и даже, наверное, уже почти 700. В общем, всех рад видеть. Пишите. Если со мной хотите связаться, тоже мои контакты там по ссылочке увидите. Итак, друзья, я демонтировал личинку бардачка. Так вот у нас она выглядит в снятом виде. Естественно, не нарезанный ключ, секреты не подходят. Многие. Вот один, кстати, прям нормально. Значит, нам теперь нужно сделать так, чтобы этот ключ открывал хотя бы этот замок. Значит, здесь у нас 5 секретов. Я залез в базу данных станка для нарезки и обнаружил, что секретов в замке зажигания данного скутера 7. То есть не хватает 2. И здесь у нас дилемма. То есть либо мы, соответственно, разбираем замок зажигания сразу, вот он у нас лежит там, либо мы пилим вот эти вот 5 и оставшиеся 2 подбором вычисляем. Соответственно, первый вариант – это трудозатраты, второй вариант – это возможность сэкономить заготовки, которые мы, возможно, испортим, когда мы не попадем сразу в комбинации. Я выбираю вариант второй, потому что заготовок таких у меня несколько, стоят они недорого, и я, пожалуй, предпочту попробовать сэкономить время. Посмотрим, что у меня получится. Данный замок содержит 4 вида секретов. Соответственно, я не стал доставать секреты из личинки. Обычно номера прописаны на самих секретах, но, допустим, в сузуковских личинках получается их легко вытащить чаще всего. Они вот так вот закусывают, если там износ большой. Здесь я не нашел никаких стопоров, разобрал вот эту шторку аккуратненько. Соответственно, не стал мучиться, просто по выпиранию определил, насколько выпирает, прописал номера секретов в станок. У меня вот насчет вот этих 2 выпирающих сильно есть сомнения, 3-й или 4-й это номер. Я пока прорежу 3-й. Если замок не откроется ключом, то дорежу 4-й. После чего уже буду допиливать до замка зажигания. Происходит калибровка станка, после чего нарезка. Вставил ключ в замок и понял, что с номерами 2 секретов я все-таки ошибся. Повторяю процедуру с правильными номерами. Итак, со второй попытки все получилось, все секреты стоят ровно. Переходим к замку зажигания. Итак, замок у нас работает. Не знаю почему, но не работает вот эта нажималка, я еще потом разберу, посмотрю. И нюанс такой, что ключ надо немножко недовставлять. Что это именно, погрешность станка или какая-то моя рукожопость или неподходящая заготовка, я разберусь чуть позже. Мне надо выяснить все секреты и смочь провернуть замок зажигания. Потом я уже разберусь со всей мелочевкой. Остальные секреты мне надо подбирать методом подбора. И станок предлагает
испортить мне максимум до 4 заготовок. Буду нарезать по очереди методом подбора. Он определяет все ключи, которые были с завода с похожими значениями. И дальше уже буду смотреть. Попробую добить вот эту одну. Может быть, у меня получится заготовок сэкономить. Итак, друзья, я испортил пару заготовок, и вот он, заветный ключик. Чтобы он работал, мне пришлось его подточить на гриндере. Мы заказали родные ключи от Majesty. Ну, вот он прекрасно работает. Не надо ничего там недовставлять в замке бардачка. И далее он работает в замке зажигания. Единственное, что... Хотя нет, сейчас прекрасно вообще. Да. Мне сначала показалось, что замок зажигания, как всегда, у Yamaha раздолбанный. Я снимал шторку, и когда шторка снята, можно проверить там и блокировку руля, и все остальное. Но такой ключ, к сожалению, не дает возможности пользоваться блокировкой руля, потому что он просто упирается. Но в любом случае уже можно запускать двигатель и дальше уже пользоваться скутером, если там окажется, что все-таки нет иммобилайзера. Но мне все-таки кажется, что нет. Вот этот вот механизм интересный. Yamaha любит блоки иммобилайзера ставить прямо на замок, в отличие от всех остальных производителей мототехники. Ну, почти всех. Здесь механизм электрической шторки, насколько я понял, там шестеренки, похоже, что это все-таки не иммобилайзер. Кто знает, есть иммобилайзер на этом скутере или нет, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, интересно. Такая вот маленькая, но интересная работенка. Кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень нужна ваша обратная связь. Было интересно, не было интересно, или вообще куда ты полез, в какие замки, иди там чини моторы по локоть в масле. Ну вот, ребята, хочется мне развиваться, хочется мне изучать что-то новое, и замочная тема всегда была мне близка. Если кто-то знает о проблеме замков зажигания Skywave, которые все время ломаются, у них все время ломаются личинки, контактные группы, то я эти замки зажигания ремонтирую уже лет 10. И на самом деле достаточно успешно, у меня не было возвратов. То есть, и что такое собрать замок по ключу, я всегда знал, когда замок там ремонту не подлежит, и надо сделать один ключ под все замки и так далее. Ну вот, ключи по замку я еще не делал до сегодняшнего дня. И это очень-очень интересно. Я планирую продолжать этим заниматься. Я делаю чипы иммобилайзера, в том числе при полной утере, на очень многие мотоциклы, на большинство. Что-то делается со вскрытием блоков. Могу привязать метку бесключевого доступа на Kawasaki типа GTR, вот эти вот поколения. У меня есть для этого оборудование. Могу привязать метку бесключевого доступа на Ducati. Так что, если у кого-то есть какая-то интересная задача такого плана по ключам, обращайтесь, я с удовольствием попытаюсь вам помочь, попытаюсь ее решить. Также у меня есть оборудование для диагностики абсолютно любых мотоциклов, то есть даже Урал поддерживается, могу почитать ошибки. Это, в общем, были все сопутствующие вещи. И также я... Сейчас немножко закончится сезон, и хочу все-таки попробовать рынок автоключей. У меня тоже есть для этого уже оборудование, все необходимое для 80% автомобилей. То есть дома я себе поставил стол, паяю. В общем, развиваюсь в эту сторону. Рекомендую всем, у кого последний ключ от мотоцикла, не тянуть и просто приехать сделать дубликат. Это будет стоить в разы, если не там раз в 5, а то и больше, дешевле, чем потом делать ключ при полной утере, не говоря уже о всех неудобствах, которые можно понести, если вы потеряли последний ключ. Это никогда не бывает вовремя, и я вам гарантирую, что гораздо выгоднее сделать это все заранее. Кстати, насчет проблемы с бесключевым доступом Suzuki, которые Skyway 400, 250, начиная с 2007 года. Если кто-то знает, где купить бэушные ключи, мне на эксперименты надо хотя бы 1-2. Пожалуйста, сообщите, свяжитесь со мной, ссылочка есть внизу в описании. А я сейчас разберусь с замком бардачка и буду звонить клиенту, говорить, что готово и что замок он может забирать. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Всем удачи, всем пока!